Как выбирать БАДы, добавки. Например, вот эта лаборатория Labdoor. Здесь они анализируют разные добавки, витамины. И, конечно, если вы собираетесь что-то покупать, то лучше посмотрите тут. Потому что очень много, даже очень популярные бренды, то у них бывает такое, что большая разница с тем, что заявлено на этикетке, и то, что на самом деле внутри. Вот, например, эта лаборатория, они проверяли рыбий жир. Содержание, например, омега-кислот колебалось от минус 25,3 до плюс 32,7 по сравнению с тем, что написано на этикетке. Ну и некоторые даже превышали уровень ртути. Ну и также были некоторые неактивные добавки, например, как всякие красители, ароматизаторы, диоксид титана, который вреден, они были внутри. Поэтому лучше смотрите. А вот советую насчет рыбьего жира. Вообще рыбий жир, он очень такой проблематичный. Потом, например, биотики. Биотики тоже, например, вот проверили 37 вариантов, и 16 из них отклонились на то, что заявлено на этикетке, на минус 50%. А, например, жизнеспособные бактерии вообще было минус 100. То есть это фактически они толку никакого не приносили. И, например, 33 из 37 прошли тесты на чистоту, а другие содержали различные дрожжи, плесень, бактерии, например, как кишечная палочка. Поэтому, конечно же, смотрите, вот эта лаборатория, она хорошая. Сюда, если зарегистрироваться, это бесплатно. Можете подробно смотреть, что там в этом БАДе внутри. Потом следующая лаборатория, например, вот такая вот. Здесь немножечко меньше информации, но все-таки они анализируют, какой лучше. И здесь тоже различные травы, различные витамины. Поэтому смотрите тоже ее. Здесь это все бесплатно, не надо вообще регистрироваться. Вот такая вот лаборатория, это самая крупная независимая лаборатория, которая проверяет очень большой выбор добавок, она самая лучшая, но чтобы сюда получить доступ, здесь надо заплатить, то есть зарегистрироваться и платить, чтобы смотреть вообще, какие лучше. Но если вы покупаете много, конечно, лучше смотреть, что выбирать. Потом вот, например, следующее, да, то есть тут проверяли, например, через интернет купленные добавки, которые были как раз аюрведа, да, и смотрели опять-таки, взяли, купили 193 варианта, и в 27% они содержали различные тяжелые металлы. Свинец, ртуть, мышьяк, который превышал более чем в 1 раз и выше. Поэтому не советую покупать какие-то добавки, которые вы не смотрели, их отзывы, то есть их рейтинг и что там внутри. Потом вот, например, водоросли, да, в основном это спирулины касается. Спирулина, она сама по себе хорошая водоросль, но когда она растет, среди нее там очень часто обнаруживаются другие водоросли, которые уже очень токсичны. Там токсины внутри, которые очень опасны и вызывают различные повреждения мозга. Поэтому никогда не покупайте спирулину где-то там в каком-то таком маленьком месте. Покупайте спирулину, которую вы знаете, что у нее есть обязательно анализы, потому что всегда выкладываются к водорослям анализы. И обычно, конечно, это фирма, вот калифорнийская фирма хорошая, и, например, еще, ну как же там, не помню. Ну, короче, всегда смотрите анализы, какие лучше. Потом, например, вот часто на iHerb такая проблема, что внизу пишут, что осторожно, закон 65 Калифорнии содержит свинец. Этого не надо пугаться, потому что, в принципе, это только закон. Они пишут это потому, что на все продукты натуральные, они содержат какую-то часть тяжелых металлов. Просто они в норме. То есть такое количество может быть в продуктах или в добавках, оно может быть. Оно не превышает количество, да, потому что некоторые пугаются и не покупают, и вообще выкидывают из-за этого. Этому не надо пугаться. И вообще-то там, например, например, помада, она очень много содержит в себе свинца.
Поэтому вот тут в добавках меньше, чем в вашей помаде, например. Потом, например, даже сам iHerb, вот они пишут, как они, не знаю, кто тут проверил, какая-то независимая лаборатория, как вообще, что пишут на этикетках и что вообще внутри, да. Вот, например, возьмем, они проверяли, это было у нас сам, они проверяли. То есть вот, например, написано, что должно быть 500 миллиграмм в капсуле, на самом деле там 41 миллиграмм, да. Или вот самое лучшее, что они нашли, это было 200 миллиграмм, а внутри 192 миллиграмма. У других даже было такое, что вообще не обнаружено вещества внутри. То есть должно быть 300 миллиграмм, а на самом деле его там вообще нету. Потом, например, Q10 проверяли, да, здесь еще хуже результаты. То есть должно быть, например, 200, а его там вообще нету. Или там 0,46 или 8 миллиграмм, где должно быть 200. Ну, где должно быть 400, там вообще нету. И, знаете, я могу сказать по своему опыту. Я раньше тоже продавала эти добавки, и поскольку я их продавала, я все сама перепробовала. И в основном то, что предоставлено как раз-таки в аптеках и в различных таких магазинах, да, которые на этом специализируются, фирмы, которые малоизвестны, к сожалению, все почти русские фирмы, все, что я пробовала, никогда ничего не помогало. А даже если и помогало, то очень слабо. И даже, например, тот же Эвалар. Я перепила всю ихнюю продукцию. Ну, особо ничего я не чувствовала. Конечно, может быть, сейчас что-то изменилось, улучшения есть, но все-таки я советую брать всегда то есть именно эти, которые, в принципе, в основном вот эти все фирмы, они все на iHerb есть. Которые здесь проверяют, они все на iHerb. Поэтому даже если вы хотите в другом месте купить эту добавку, смотрите, какой бренд лучше. Потому что, в принципе, которые я брала травы на iHerb, они все были хорошие. Витамины, конечно, лучше смотреть, в каких они формах. Должны быть в активных формах, тогда будет толк от этих витаминов. И эти добавки, пожалуйста, вот именно выбирайте именно так, как я сказала. Потому что иначе вот вы купили, пропили, сказали, ничего не помогает, не работает. Это я тоже так раньше думала. Многие так думают. Поэтому берите только именно качественные. Поэтому я и рекомендую, чтобы лучше на iHerb их брать.